Эти люди спасались от быка на крыше автомобиля, когда тот поддал его. Повезло, что бык не протаранил машину с разбегом, иначе точно свалили бы людей и принялся бы топтать и подать людей. Но самое обычное произошло с этим быком. Разъяренное животное разбежалось и протаранил машину. Тук-тук, кто-то там живое есть? Удар настолько силен был, что чуть машину не перевернул. Хорошо, что водитель не запаниковал и успел разбежать до второго удара. Здравствуйте, я Сейму Мухаммадали, и мы сегодня будем осмотреть с вами случаи, когда животные с человеком встречались. Подписка, лайк, а мы погнали! Бегемот – один из самых сильных млекопитающих в нашем планете. Вот что происходит, если сомневаться в его силах. Посмотрите, как он тряхнул лодку, несмотря на железные и большая. В счастливом случае они не упали в воду. Им повезло, как эти каякерам. Гиппотам приплыл перед им носом. Стоит должность этому каякеру мастера. Как он после всего этого не упал в воду и держал равновесие. На один из трассов Йеллоустона волк вышел поздороваться с людьми. Поздоровался и помчал по своим делам. Если вы хотели кормить крокодила, просто посмотрите на этот ролик. Это парень один из самых счастливых людей на этой земле. Он чуть не стал обедом акуле. На последней минуте он вытащил свои ноги от воды и спасался от акулы. И акула даже не стал атаковать. По-моему, это аллигатор хорошенько победил. Как ему вообще не интересно, как человек близко находится, никак не реагирует на это. А если вы хотели погулять в индийских джунглях, будьте готовы ко всему. Да, один из любителей природы собрал грибы, заметил, что его преследует медведь, и начал кричать. Потом начал потихоньку отступать к дереву. Медведь, когда пришел, начал отбить палком. Медведь с счастья сразу отступил. И все закончилось без никаких травм. И ему крупно повезло, как этим мотоциклистам. А здесь носорог атаковал автомобиля. То ли его принял за зебру, или сомневался за правдоподобности тачки, непонятно. Я не могу сказать, все хорошо с пассажирами, но они выжили. А здесь страус атаковал дрессировщика. Дрессировщик не пал на панику и сразу поймал голову пернатого, помотал с какой-то непонятным материалом, его протащил к забору и спокойно выбрался оттуда. Посмотрите на этого парня. Он страх потерял или жизнь ему надоел? Вообще смелый ради хорошего кадра рискует своим собственным жизням. Посмотрите, он чуть не стал обедом для крокодила. Группа волков атаковала этого парня.
Он не боялся, не пал в панику и даже умудряется дать отпор в таком большом группе волкам. К сожалению, не знаю, чем закончилось, но могу сказать свое мнение. Как вложили этого на YouTube, по-моему, закончилось все хорошо. А вы что думаете об этом? Пишите в комментариях. А здесь два мишка вышли на дорогу, начали попросить еду у людей. Люди смотрят поближе, это мышки, ознакомятся с ними, погладят. Это люди в пользу людей, а мишки получат бесплатную еду. На сафари группа туристов снимали на камеру, как леопард пытался атаковать группу макаки. Макаки не упали в панику и сразу дали сдачу на обидчика. Леопард явно в шоке. Такого отпора точно не ожидал. В Испании на церемонии Энсереро бег с быками один из быков решил показать свою силу и начал с одной рогой поднять машину. Причем в этой машине люди спасались от быка. В Индии быку дали машину в качестве игрушек, и он начал играть с ним. В Африке бык протаранил машину и убежал от места происшествия. Техасский лонгхорн в такси погулял по городу, и это не мог привлекать внимание полиции. Но техасский лонгхорн вел себя прилично, не считая некоторые минусы, конечно. Это парень как-то умудрился пасть на Валера Львов. Посмотрите. Самка львица стоит сколько близко этого парня. Посмотрите на ему лицо, как его лицо выглядит жутко. Я не завидовал бы ему. После львица подошел большой лев. Большой лев слишком ему близко подошел. И люди начали кричать и бросают камням, чтобы испугнуть львов. Сначала это не работает, спустя время людям как-то удалось спасти этого парня. Благополучно все закончилось. Спасли этого парня без никаких либо травм. Если этот ролик был вам полезен, если ролик вам понравился, поставим лайк, подпишемся на мой канал. Леопарды часто атакуют домашнего скота, но это леопард круто прыгал через забор. О чем он думал? Получается, он круто прыгал через забор, хотел атаковать автомобиля. К счастью, это водитель успел закрыть окно вовремя. Спас его реакция. Леопард так и не дотянулся до водителя. Я разозлился, не хотел ничем уйти, забрал частенько авто на себя, на память. Ушел гулять по округу. Я лично не хотел жить в этом районе, который каждую минуту не можешь встречаться с леопардами лицо к лицу. А вы хотели бы жить на такой райончик? Пишите в комментариях, поделитесь своим мнением. Я буду рад, что вы делитесь своим мнением. Гепард пришел осмотреть машину, все ли в порядке или нет. Зашел на машину, поздоровался с людьми, осмотрел крышу, пришел на лобовое окно, осмотрел и пошел по своим гепардским делам.
Группа туристов снимали на камеру, как лев обедает. И тут его стало не по себе, и из противоположной стороны начали бежать местные люди. Посмотрите, в них руках только палка, кроме палка ничего нету. И они с этой палкой начали бежать в сторону льва. Лев, увидев этого, тут же отступил, бросив туши на людей. В них храбрости нет никаких слов, я даже завидую в них. Пишите про их храбрости. В Зимбабве группа туристов отдыхали перед бассейном, и откуда появились группа слонов. Они пришли из бассейна, пили воду, лично ввели себя, никого не атаковали и ушли по своим делам развлекаться. А группа туристов стали свидетелем, как они пьют воду. В них память осталась уникальные моменты познакомства с этими уникальными животными. В Зимбабве экскурсоводы проводили туристов по округу парка, и они тут видели льва. Лев не был из этой встречи рад и пытался атаковать группу туристов. Один из экскурсоводов выстрелил на воздух, и лев убежал обратно. Если ролик был полезен, оставим лайк, поделимся своим мнением, подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски.